Еще одна запись из места, где каждая нота уже сыграна, а время застыло на магнитной ленте. Безумная музыка. Ее можно перемотать, но нельзя изменить. Как ошибки прошлого. Некоторые из них. Арчи встретился с очередным гостем. Это восходящая звезда тяжелого металла, которая может посмотреть куда-то сквозь вас, прямиком в мир духов. Она проходит через ад психиатрической клиники, развивает связь с Камарильей, а сейчас носит с собой гитару и призраков собственных жертв. Послушаем. Уже немолодой мужчина в твидовом пиджаке расположился прямо напротив тебя в этом маленьком музыкальном магазинчике с этим олиповатым диктофоном, родом, наверное, откуда-то из 80-х, и медленно нажимающий на клавишу записи. Итак, Арчибальд, запись номер 2. Интервью с Туве Линдхольм. Я правильно произношу ваше имя? На удивление, да. Замечательно. Часто идущие в ночи имеют весьма замысловатые понятия о собственных именах. У вас же оно пусть и необычное, но как будто бы даже знакомое. А расскажите про себя. Откуда вы? Я родом из Европы. Меня вывезли оттуда. Вообще я родилась в Швеции. Но мое месторасположение рождения тоже оказалось достаточно необычным, потому что я родилась на одном из островов, которые плавают в водах, которым принадлежат Швеции. Не так далеко от столицы, но все же. Прекрасное место, своей камерной атмосферой, даже немножко мрачной. Все-таки там проживает всего лишь около 20 тысяч людей. Возможно, на данный момент уже меньше. Все-таки урбанизация, глобализация, индустриализация, вы понимаете. Да, понимаю. А вам никогда не хотелось туда вернуться? Когда меня сюда только привезли, в Чикаго, конечно, я хотела вернуться. Но уже как больше 20 лет я проживаю здесь и понимаю, что этот пыльный город уже стал частью меня, или я стала частью его. Если меня вернуть обратно туда с тем багажом знаний, который на данный момент мне доступен, это совершенно другое место. Оно примет меня по-другому, и я буду воспринимать его по-другому. Поэтому, как бы я ни хотела, это уже больше не мой дом. Вот как. Хорошо. Давайте тогда перейдем к более существенным вопросам. Все это интервью организовано с одной целью – понять больше вас, блуждающих в ночи. Расскажите, Туве, про ваш клан. Кто они такие? Как они живут? Как выглядят? Все, что вам известно. На самом деле, если говорить сухими фактами и коротко, то нас, молковян, детей Луны, шутов и просто безумцев и провидцев считают сумасшедшими. Но это так, если коротко. Более старое поколение вменяют нам преступления вроде как развала Священной Римской империи или резкого увеличения сумасшедших на улицах Америки. Но я, пожалуй, оставлю эти полемики тем самым старым, потому что я думаю, это мало интересно лично для меня, потому что когда существовала Римская империя, меня и в планах не было. Поэтому вдвойне неинтересно. Некоторые из нас представляют неких таких недотореадоров, те, кого я называю не прошедший этап становления в тореадоры. Потому что
В какой-то степени они тоже любят внимание, они тоже любят показывать себя, они любят творчество, но оно настолько не вписывается в стандарты и рискованно, что таким вот импресарио вроде Торадором это не подходит. И даже в какой-то степени создает вот эти неприятные пятна на их клане. Поэтому они все приходят к нам невольно. Есть те, кто, допустим, как я, получили силы и имеют возможность разговаривать с духами или, в принципе, видеть какие-то потусторонние вещи. То, что недоступно не то, что человеческому глазу, да даже иногда и вампирскому глазу не понять. Есть откровенные фанатики. Те, кто готовы зациклиться какой-то идеей настолько, что готовы посвятить ей всю свою жизнь. Самые яркие представители — это всякие там любители теорий заговоров, прочее. Также мне известны представители тех, кто, допустим, считает, что какой-то особый тип крови помогает им успокоиться. Возможно, это что-то вроде как успокоить собственный психоз. В этом есть какой-то смысл, но я в это не верю. Лично мне это никогда не помогает. Где бы я ни тусовалась и где бы я ни пыталась питаться, это не имеет никакого смысла. Скорее, это какая-то таблетка плацебо, только это кровавая таблетка плацебо. Значит, можно так сказать, вы уж простите мне за мои выражения, это клан сумасшедших. Ну, хотя бы отчасти. Правильно? Да, если смотреть поверхностно, то мы ими являемся, но как бы кто бы ни пытался разобраться, у нас как будто теряет основную суть того, что наше безумие — это не причина, это следствие того, почему наш клан выглядит таким. Отец нашего клана Малков, он же стал таким, ну он же не сразу таким был, он стал таким уже впоследствии. Это плата за то, что он пытался познать весь этот мир. Просто его разум не смог выдержать это. И каждый, кто приходит в наш клан, получает становление этого клана, они все видят то, что видел Малков. И это сводит нас с ума в какой-то степени, потому что никто не готов к такому откровению. Вам никогда не казалось, что это не вы сходите с ума, это все вокруг вас сходят с ума? Возможно, только вы и видите мир настоящим. Ну, такая мысль проглядывается. Если так подумать, то любой клан можно в какой-то степени назвать сумасшедшим. Поэтому я не понимаю, почему именно только нас называют сумасшедшими. Допустим, взять тех же Брух. Почему те, кто теряют контроль над собой, впадают в ярость, накрывая этой пеленой, не может называться сумасшедшим? Это же буквально бесконтрольное существование. Причем приходят они в себя уже только тогда, когда совершили эти ужасные действия. Поэтому я не считаю это справедливым. Не могу с этим не согласиться. Каждый из нас по-своему безумен. Я в этом не вижу ничего плохого. Да, как же там было? Я странен, а не странен. Кто ж тот на всех безумцев похож? К сожалению, цитаты вылетают из моей головы. Но не волнуйтесь. Да. Давайте продолжим. Давайте поговорим про то, как в вашем клане проводят становление. Почему выбирают именно те, кого выбирают? Почему выбрали, например, вас? Как это проходит? Неужели просто тыкают пальцем в первого попавшегося и говорят: ты будешь малковянин? Ну, тут на самом деле сложно сказать, потому что, например, как меня выбрали, это довольно странно произошло во всех смыслах. Ну, мой сир дал мне становление по одной простой причине. Он однажды проговорился, сказал что-то в стиле «ты мне приснилась». Как бы это ни звучало романтично, но в этом романтичного ничего нет. Я и не подразумевала ничего из этого. Но потом, со временем, когда стали проясняться некие истины для меня, я поняла, что на самом деле мой сир просто заметил во мне какой-то типаж, который уже был до меня. И каждого, кто выглядел кто-то приблизительно как я, он путал со мной. И поэтому он обращался к возможным прохожим по моим именем.
и часто путал, в принципе, людей со мной. Он считал, что что я маскируюсь, и я прихожу к нему в этом облике странном, понятия не имею. И, скорее всего, мое становление прошло именно за счет его психоза, что он словил вот этот странный типаж, что я снова явилась к нему, и в итоге получилось то, что получилось, и я здесь. Но я могу сказать, что нашими соклановцами может стать, в принципе, в какой-то степени действительно любой, так посмотреть. Но на самом деле становятся те, кто могут показать что-то, что обычный человек не способен понять. То есть мы даем такой толчок. То есть мы открываем ему двери, мы раскрываем ему глаза. Если его веки не настолько сильно сплющены, то мы показываем ему и что его возможности еще более открытые. И он на самом деле просто им не пользуется в рамках вот этого вот принятия общества. А иногда нужно просто рискнуть. Когда безумие начинает смотреть в тебя, ты должен просто нырнуть, прыгнуть к нему, и тогда все получится. Вот как, прыгнуть в безумие. Звучит интересно. Так значит, говорите, в том, что выбрали вас, нет какого-то определенного знака, просто он выбирал похожих на некое свое воспоминание. Я правильно понял? Я предпочитаю в это верить. Не то чтобы моя жизнь не была странной все это время, но не думаю, что мой Сир знал об этих откровениях, потому что он сам по себе не из Швеции, поэтому наблюдать за мной из-под тишка, я думаю, он бы не стал. Он так был проездом. Поэтому после того, как он привез меня в Чикаго, он ласково называл меня сувенир каждый раз, когда кто-то спрашивал, откуда я родом. И кто я, в принципе, такая, и почему меня никто никогда не видел. Тогда заденем такую тему, как обучение. Как вас обучают охотиться? Может быть, есть какие-то определенные места или цели, возможно, особенности питания, особенности того, как вас этому всему обучают контролировать свои психозы и вот это вот все. Заметно, наверное, то, что Тува начинает крутить в своих руках браслеты, кольца. Она очень активно взаимодействует со своей бижутерией, которая она, в принципе, увешана. И так, стопоря взгляд куда-то в сторону, она говорит: я бы не сказала, что у нас есть прям какие-то отдельные места. Психбольницы, в принципе, привычный домен для всех молковян, но достаточно стандартен. Первые попытки в охоту начинаются оттуда. Но в целом, когда уже птенцы оперяются, тогда уже можно выбирать места поинтересней. Я бы не сказала, что у меня когда-то были с этим проблемы. Мне так казалось ранее. Просто мои последние недели выдались достаточно бурные. И, признаться честно, произошел некий инцидент. Я, кажется, подзабыла определенные базовые знания. И она продолжает крутить какой-то кулон у себя в руке, явно так натягивая, что цепочка, она так впивается в шею. Тогда коснемся темы расставания. В какой момент вы поняли, что теперь Сир над вами не властен? Или не властен в том смысле, что не наблюдает за вами постоянно? Честно говоря, в какой-то степени я сама от него отделилась. Посчитала, что этих знаний мне вполне будет достаточно для жизни. Да и Сир не самый у меня был приятный, поэтому я ждала просто момента, когда могу просто от него свинтить куда-то и просто продолжать свою нежизнь в тех местах, где мне будет более приятно и более комфортно. Поэтому в какой-то момент, несмотря на то, что меня посылали на всякие задания от Камарильи, больше я предпочитала общество анархов. Все-таки там как будто бы больше свободы, и меня в какой-то степени принимали там. А разве вы не чувствуете благодарности за то, что теперь, благодаря вашему Сиру, вы бессмертны и способны прожить тысячи, десятки тысяч лет?
Я давно уже забыла, что такое чувство. Я гонюсь за ними, но каждый раз нужно повышать градус, чтобы понять, чувствую ли я что-либо. А по поводу вашего вопроса я могу сказать, что в какой-то степени я думала об этом. Я думала о том, что теперь как будто мне доступно больше времени. Я могу заняться чем угодно. Но также мое бремя заключается в том, что теперь я постоянно должна защищаться от чего-то. Поэтому говорить о том, является ли это даром или проклятием, тут сложно сказать. С одной стороны, я могу посвятить себя тому, чему я хочу, но с другой стороны, я должна обороняться от Второй Инквизиции, быть всегда начеку, следить за своим зверем. Тут есть как и множество плюсов, так и минусов. Вот, значит, как. Ну хорошо, давайте поговорим о самом интересном, о том, как вы обороняетесь и о том, с помощью чего. А если быть совсем точным, давайте поговорим про ваши дисциплины. Чему вас научил ваш сир? Что пробудилось внутри вас, когда вы стали бессмертным? Например, я умею совсем немного в доминировании. Ну так, заставить что-нибудь сделать, какие-то краткие указания, это я могу. Но также как мне сказал мой сир, что, в принципе, я и могу и развивать это дальше, так, чтобы не просто заставлять людей делать то, что я хочу, но и заставить подчинить разум тому же самому безумию. Да, увлекательная идея. Я подумаю как-то об этом, возможно, в другой раз. А по поводу других дисциплин я могу сказать, что лично я умею прорицать, как ни странно. В какой-то степени это даже использую в себе из корыстных целей, потому что все-таки я все еще живу среди людей, и хочется поддерживать какую-то связь с человечностью. Я хотела сказать, что я зарабатываю на этом, да. Я, допустим, могу предсказывать будущее. Если люди приходят ко мне узнать, что будет у них дальше, я могу им сделать это за определенную сумму. Могу поговорить с мертвыми родственниками. Это всегда... Я никогда не задумывалась о моральной части этого вопроса, но если они верят в меня, и они видят результаты, то я ничего не вижу в этом плохого. Вот, значит, как. Получается, бессмертные из вашего клана могут приказывать и насылать свое безумие, а кроме всего прочего, видеть дальше в наше будущее. Ну, звучит как довольно неплохой набор. Нет, на самом деле это не только, это не все. Тут кое-кто мне напомнил об одном странном сородище. Так получилось, что это не единственная моя дисциплина. Я еще умею, например, ставить под сомнение прочность человеческих костей. И Тува так, как будто гордо похлопывая себя по бицепсу, которого, в принципе, и нету. Один очень интересный сородич поделился этой своей дисциплиной. Вот так вот. Молковяне просто обычно так не умеют делать. Да, я слышал, что обычно этому научают своих гулей. В любом случае, хотелось бы разобрать на конкретных примерах, как вы пользуетесь этими своими дисциплинами. Может быть, у вас были какие-то, не знаю, интересные случаи их частного применения, возможно, какая-то небольшая история. Ну, как я и говорила, ясновидение я применяю чисто в коммерческих целях. Это помогает. По поводу доминирования, как получится. Силу применяю, если мне нужно что-то где-то сломать. Возможно, показать человечку, что он, кажется, не связался с какой-то простой девчушкой, которая ходит с гитарным кейсом у себя за спиной. Кажется, этот гитарный кейс, он не просто так находится за спиной. Возможно, это даже вполне себе неплохое оружие. Забавно, да? Действительно, весьма забавно.
Вы знаете, Тува, много лет назад, когда я брал интервью у одного из старейшин, он рассказал мне занимательную историю. Он рассказал мне про то, что древние бессмертные с помощью, как вы его назвали, доминирования, могут не только подчинять кого-то своей воле, но и полностью захватывать контроль над его телом, как бы он далеко не находился, и буквально смотреть в этот мир его глазами и также командовать другими уже с помощью его тела. Что-то подобное, может быть, вы слышали или видели? Ну, я слышала о таком от других сородичей, но, по-моему, насколько мне известно, это можно также достигнуть через ясновидение. Насколько я знаю из разговоров моих соклановцев, кто-то может посмотреть глазами другого человека или сородича, если приложит чуть больше своих ментальных усилий. Давайте тогда поговорим про ваше отношение. Вы уже частично упомянули Камарилью, но давайте вновь чуть обобщим ваши выводы по этим 3 великим сектам: Камарилья, Анархи, Шабаш. Что вы думаете про них? Что я могу сказать по поводу Камарильи, так это то, что они всячески пытаются стремиться к какому-то порядку. Порядок. Да, забавно. Но я не верю в порядок. Даже если бы нас там и не было, то этого порядка бы никогда не было. Они бы перегрызли глотки кому-нибудь другому. Знаете, у нас наши психозы, наши проклятия, оно непредсказуемо. То есть тераторы каменеют, когда видят что-то красивое, брухи злятся до беспамятства, вентру не могут испевать кровь. Эти кровавые реки из синих заливов, кожных долин человеческого тела не все им подходят. От некоторых их стошнит просто. А что мы? Один из нас может сказать, что он слышит голоса людей, которые передаются ему с потоком ветра. Второй утверждает, что он может посмотреть на свой затылок, то есть отделиться буквально от своего тела и просто отойти от него. Четвертый скажет, что, кажется, кто-то за ним следит. А пятый может быть совокупностью всех 3 сказанных. Поэтому мы просто не можем быть. Да, это я про вас. Да. Да. А если продолжать по поводу Камарильи, да, мы слишком непредсказуемы для них, поэтому мы просто не вписываемся. Не то чтобы меня это расстраивает. Я, в принципе, ничего об этом не думаю. Да и не хочу думать. Меня уже там давно нет, поэтому я наслаждаюсь своей нежизнью, насколько это возможно, далеко от них. По поводу анархов могу сказать о том, что они прикольные ребята, забавные. Там я провела какую-то часть своей нежизни, и могу сказать, что там как будто бы мне и место. Да и на самом деле до сих пор, можно сказать, там не место, но есть определенные обстоятельства, которые не позволяют мне туда вернуться. Славные времена. А по поводу Шабаша, я знаю, что они были. Не могу ничего сказать. Они, кажется, насколько я знаю, они еще более обезбашенные. Особенно среди них Малкавианы, кажется, стали еще более безумными. Кто-то считает это истинным проявлением Малкова, но что-то мне подсказывает, что не этого он хотел. Хорошо. Если уходить в частности, что вы скажете про ваше отношение к другим кланам? Может быть, есть вражда с кем-то или кто-то ваш брат?
Что-то из этого вам известно? М, Я буду говорить, наверное, от себя больше, потому что у моего клана может быть разное отношение к ним. Но лично я питаю дружеские симпатии, флюиды, допустим, к Носферату. Я считаю, что мы с ними мы как две стороны одной медали. Они уроды снаружи, мы уроды внутри. Нас обоих не воспринимает ни одно из обществ вампира всерьез. Только некоторые из них еще способны посмотреть на нас, нам в глаза, а им уже сложнее. Поэтому те, кто называют Носферату уродливыми, на самом деле просто не обладают тем великим и обширным воображением, чтобы увидеть что-то еще более ужасное, что-то еще более страшное, чем лик Носферату. Я не верю в то, что они настолько уродливы. Могу еще сказать по поводу Брух. У меня даже был один знакомый такой. Жалко, наши пути разошлись. Правда, он в этом сам виноват. Ну, и с катертью ему дорога. Но поскольку, опять же, я находилась слишком долго среди анархов, а 1/3 анархов состоит из Брух, поэтому в какой-то степени я даже мимикрировала под них, поэтому у меня появилась способность наносить довольно тяжелые удары. Возможно, я бы даже могла и прийти сюда и сказать о том, что на самом деле все это время с вами разговаривает детеныш Троиль, который готов восстановить Карфаген, но сегодня я буду более откровенной. Сегодня никакой лжи. По поводу всех остальных могу сказать, что я встречалась с тореадорами, достаточно скучные ребята. Не хватает им того вот откровения к искусству, что ли. Мне кажется, они не выглядят свободными. Да и на самом деле никогда не хотелось бы быть тореадором. Они, кажется, теряют какую-то вот сейчас частичку себя, частичку этого вдохновения. Мне такое не нравится. Бедные ребята. Им только можно посочувствовать. Вентру... Я почти с ними не контактировала. Да и нечего мне о них сказать. Гангрелы... Недолго с ними тоже как-то контактировала. В 90-х они, в принципе, ушли из Камарильи, поэтому... Это было бы, я считаю, правильное решение. Возможно, эти колдуны, Тремеры. Да, точно, Тремеры. Я наслышана о том, что они сделали с другим кланом, чтобы стать таковыми, но мой лично клан к этому относится равнодушно. Соответственно, я тоже. Плюс, скажем так, по дисциплинам мы тоже в какой-то степени сходимся, поэтому, можно сказать, они такие наши названные братья, сестры, за счет того, что... За счет чего? Да, без понятия. Кажется, я начала опять путать кланы. Они же тогда поработили один из них, и вот он нам точно является братским, потому что наши патриархи, они были в какой-то момент вместе. Действительно, история говорит нам, что братья очень любили друг друга. Впрочем, сейчас не об этом. Теперь выясним отношение к вам. Заслужили ли вы какую-то репутацию к себе среди других сородичей? А возможно, вы знаете, какие слухи про вас ходят? Как относятся к вам? Кажется, что те, кто находились в Камариле, относятся ко мне как к покойнику. И, наверное, они даже, если бы они могли, они бы вздохнули спокойно, зная о том, что меня уже больше нет. Но есть такая одна маленькая деталь. Я до сих пор в какой-то степени жива. Ну, имеется в виду, что события, произошедшие в нулевых, Чикаго очень сильно потрепало вампирское общество. И я могла стать частью того праха, который оказался после Второй Инквизиции. Но я смогла избежать этой судьбы. Мой сир нет, а я да. Повезло ли мне? В какой-то степени да. Но, опять же, это очень сильно разрушило мои отношения среди анархов. В какой-то момент у меня была группа, которая распалась. Несчастный случай. Поэтому в какой-то момент я стала просто бродяжной собакой.
можно так сказать. А по поводу какой-либо репутации среди сородичей, да, не все равно, что они обо мне думают. Мгм. Вот, кстати, интересный момент. Я слышал, что каждый из клана Малкава имеет свою собственную ниточку, связывающую его общим безумием. А какая ниточка у вас? Что с вами не так, если можно так выразиться? Не так. Да со мной все просто замечательно. Если так подумать. М, Ну, безумие, не знаю. Кто-то говорит, что я слишком часто с кем-то разговариваю, хотя я уверена, что просто иногда духи выходят со мной на контакт. Иногда я этого не хочу, но они это делают. А те, кто просто в это не верит, мне кажется, это как-то связано с тем, что поскольку наш мир состоит не только из вампиров, но и из оборотней, и из тех, кто готов сражаться с нами силой религии, силой Бога против нас. Кажется, вампиры таким образом пытаются... Кажется, они таким образом пытаются... Ой, черт, правда, она осталась дома. Ну ладно. Да. О чем там я говорила? Кажется, там было что-то про сородичей, да. Поскольку мы не единственные в этом мире, и все-таки есть какая-то вот эта у нас черта, что мы находимся на вершине ступени хищников, мы вершина этой пищевой цепи, и поэтому не хочется избавлять себя от этого первенства. Но поскольку мы все еще существуем с какими-нибудь оборотнями, которые явно превосходят нас в силе, это глупо отрицать то, что мы единственные сверхъестественные существа на этой планете. Поэтому, когда кто-то кривит лицо, отводит взгляд и говорит о том, что все это ерунда и чепуха, и никаких призраков не существует, я на это просто снисходительно киваю и понимаю, что просто кое-кто не готов принимать действительность такой, какая она есть. Вот как. У меня, кстати, есть довольно неожиданный вопрос. А до того, как стать бессмертной, были ли вы религиозны? Верили ли вы в Бога? Ого, какой откровенный вопрос. Ну что ж, когда-то я действительно в него верила, но это был не христианский бог. Нет, эта зараза должна уйти из моей страны. Потому что это религия порабощения. Это религия, которая не касается моей прекрасной страны. Это могла быть... Скандинавская мифология такая богатая. Я считаю, что потомки должны вспомнить и воскресить старшую и младшую Эду. Слышал забавный анекдот про то, что Один единственный бог, что исполняет свои обещания. Он сказал, что ледяных великанов не будет, и вот их нет. Вы явно правы, да, у вас хорошее чувство юмора. Но, собственно, к чему этот вопрос? Я замечал, что часто после того, как вы обретаете бессмертие, становитесь чем-то большим, чем просто человек, вы начинаете обретать некую веру. Ведь сложно отрицать сверхъестественное, когда вы буквально являетесь сверхъестественным. Случилось ли с вами такое осознание? Или наоборот, вам стало казаться, что ничего подобного и нет вовсе? Ну, учитывая то, насколько наш мир страшен и полон всякой тьмы, то кажется, как будто бы здесь Богу нету места. А по поводу того, случилось ли какое-то озарение, да нет, мне наоборот кажется, что меня как будто бы оторвали именно оттуда, где я должна быть. Допустим, я никогда и не смогу попасть в то же царство Хели. Даже если я умру, я больше там никогда не смогу оказаться. Просто по той причине, что меня обратили в совершенно другие
другие сверхъестественные силы. Я, кажется, боги никогда не посмотрят в мою сторону, но я никогда о них не забываю. Я все еще надеюсь на то, что какая-то частичка меня надеется на то, что все-таки я обрету какой-то покой, возможно, когда-нибудь. Даже несмотря на то, что я уже буквально ходячий драуг. Вот как. Ну, мне все же кажется, что это не всегда проклятие. Как будто бы иногда это и благословение. Но, впрочем, наше интервью сейчас не об этом. Что самое важное вы сделали в своей нежизни? Полагаю, выжила при нападении Второй Инквизиции. Это можно назвать достижением? Ну, я думаю, можно. Да, с достаточно большим количеством сородичей и узнала какую-то мудрость. Все-таки мы же должны делиться всякими такими вещами. Это все-таки сплочает нас. Как бы я ни старалась абстрагироваться от вампирского общества, мы все еще должны находиться стайно где-то в одном месте. Поэтому, да, иногда хочется вот этого вот общества, и поэтому мы часто, точнее, я часто находила их в себе и пыталась как-то понять, как жить дальше. Поэтому, да, какую-то мудрость я заимела. Ну хорошо, как раз говоря про мудрость, а давайте поговорим про то, как вы добиваетесь ваших целей. И если у вас вообще эти цели, может быть, какие-то необычные методы или тактики, что-то, что присуще вам или вашему клану. Мне кажется, в какой-то степени это заслуга и моих сил. Все-таки доминирование — это достаточно хорошая вещь. Но я бы сказала, что иногда я добиваюсь целей за счет своего везения в какой-то степени. Иногда за счет своей хитрости. Все-таки, когда ты знаешь больше об этом мире, тебе легче изворачиваться. Что еще можно такого сказать? А по поводу каких-то более глобальных целей, наверное, я все-таки хочу снова возродить свое желание попасть в музыку. Все-таки я это место выбрала не просто так. Оно мне греет душу, которой нет. Но не об этом сейчас. Сейчас нужно собраться. Да, все-таки я хочу вернуться обратно в музыку. Как вы помните, я говорила о некой компании, которая была со мной среди анархов. Поэтому я могу сказать, что когда-то мы даже собрали эту самую маленькую музыкальную группу. И мы сходились, мы ладили, но, увы, из-за того, что один член ее просто покинул, мы не смогли больше сосуществовать как группа. И в итоге каждый, я не знаю, как другие, но я продолжила сольно. Ну, хорошо. Основную часть вопросов, что я хотел узнать, я уже задал. Но давайте немножко поговорим про некие мелочи, что я смог уловить за время нашего разговора. Вы упоминали духов и то, что вы с ними как-то связаны. Мне кажется, за этим лежит некая история, и мне очень хотелось бы ее услышать. Как так получилось? Могу ли я перед тем, как я продолжу, поинтересоваться, куда попадут эти записи? Для кого это? Ой, не переживайте. Это все для моего исследования бессмертных. Понимаете, кто-то должен писать историю, и кто-то должен изучать историю. Я занимаюсь вторым. Ну что ж, если эти записи не попадут к шерифу, то я думаю, могу открыть небольшое откровение, потому что, кажется, один из духов негодует, что я, кажется, о нем забываю или я игнорирую его намеренно. Понимаете, в чем дело? Вот это украшение, она показывает на кольцо какое-то странное, которое находится у нее буквально на запястье. Он абсолютно выделяется среди других браслетов.
Это не браслет, это колесо от наручника. Я точно не помню, как это произошло. Зверь имеет интересную способность стирать мне память того, что происходило во время того, как происходило некое безумие. Но кажется, дух утверждает, что я каким-то образом его убила. И в итоге теперь этот наручник как будто бы сковывает нас вот этой странной цепочкой, которая теперь протягивается из этого мира в мир потусторонний. И он дает о себе знать каждый раз. И ему абсолютно не нравится то, что произошло. И так получается, что если у меня есть возможность, и все-таки я убеждена в том, что я способна заботиться о мертвых лучше, чем о живых, я пытаюсь как-то задобрить его, веря в то, что это кольцо раскроется, как только я исполню его последнюю волю, и он перестанет держаться цепкими пальцами за этот мир и обретет покой в другом. И значит, он бывает подсказывает вам что-то? Как он с вами взаимодействует? Ну, он по большей части мне мешает. Потому что и я понятия не имею уж, как я могла причинить эту боль ему. Есть еще один дух. Вот тут я вспомнила, каким образом я его убила. Так уж получилось, что, кажется, я пообедала в чьих-то угодьях, и, кажется, это очень плохо для него закончилось. Поэтому с ним я как будто бы даже в лучших связях, чем с тем, кого я абсолютно не помню. И вот они частенько со мной любят поговорить. Но обычно они всегда обвиняют меня в том, что я украла у них жизнь. Неприятно. Но я правда пытаюсь исправить ситуацию. Пока что у меня плохо получается. Ну, я думаю, что кроме как отпустить его, лучше исправить невозможно, нет? Все-таки я пытаюсь сделать так, чтобы они меня отпустили. И я каждый раз выхожу с ними на связь, спрашиваю, чего они хотят конкретно. Но либо эта связь в какой-то момент обрывается, либо они просто не хотят со мной выходить на эту связь. Что тоже, как бы, их можно понять, почему. Потому что вряд ли кто-то хочет общаться с собственным убийцей. Но все-таки хотелось бы достигнуть. Хотелось бы, чтобы они меня в какой-то момент отпустили. Простили. Я пока ищу к ним подход, понимаете? Угу. Ну, я думаю, что это займет некоторое время. Замечательно. Ну и последний вопрос в нашем сегодняшнем интервью. Есть ли что-то, что больше всего радует вас в вашем новообретенном бессмертии? Новообретенное бессмертие. Да, но уже не новое, я уже так существую какое-то время. Могу сказать, что это определенно открывает возможности в том, чтобы сделать то, на что хватило бы человеческой жизни. Но в какой-то момент кажется, словно, если так подумать, ты же не всегда сможешь быть на плаву. В какой-то момент люди зададутся вопросом, почему ты так долго находишься среди них. Поэтому сказать, что в этом есть какие-то плюсы, сложно сказать, неправда, честно. Значит, ваше бессмертие наполнено лишь страданием? Я бы не назвала это страданиями. Скорее, это просто... Я просто не вижу в этом прям настолько хороших вещей. Как бы я ни пыталась. Я пыталась убедить себя в том, что можно построить какие-то взаимоотношения с другими сородичами. И даже в какой-то момент получалось. Все-таки, когда вы собираетесь какой-то группой, вы все-таки поддерживаете какие-то дружеские связи. Возможно, вы даже создаете семьи. Ну, в понимании, насколько это возможно. Это в какой-то мере сохраняет какую-то человечность в вас. Но, как показала практика, это не всегда работает. И поэтому я не хочу в это влезть снова. Как я и говорила ранее, если заниматься, возможно, какими-то скрытыми вещами, то, наверное, да. Ну, как будто бы это выглядит немножко незаконно. Не так ли? Если вы все-таки плохой человек, вам бессмертие может подойти. Ну, я думаю, никто не выбирает, кого становить просто потому, что он плохой или хороший человек.
Но да ладно. Хорошо, это был последний вопрос. Арчибальд нажимает на клавишу на этом старом диктофоне, и бобина перестает записывать. Благодарю вас, Туве, за уделенное время. Спасибо вам, что вы смогли просидеть со мной столько времени. Не у каждого удается. Для меня это наслаждение. Все же мои исследования служат тому, чтобы в будущем помочь многим